В жизни случаются ситуации, которые невозможно объяснить с точки зрения логики или науки. И эта история как раз из их числа. В Мюнхене произошел поистине уникальный случай — рождение ребенка в гробу. Событие, которое иначе как чудом назвать нельзя. Мария Краузе, находившаяся на 7-м месяце беременности, ехала в клинику на плановый осмотр. Однако по дороге произошло страшное. Женщина потеряла управление автомобилем, и машина на высокой скорости врезалась в ограждение. Удар оказался смертельным. Врачи, прибывшие на место аварии, констатировали смерть Марии от множественных травм головы и грудной клетки. Медики были уверены, что вместе с матерью погиб и ребенок. На следующий день прошло прощание. Когда гроб опускали в землю, вдруг раздался едва различимый, но совершенно отчетливый плач младенца. Люди оцепенели от ужаса и потрясения. Звук доносился изнутри гроба. Когда гроб вскрыли, все стали свидетелями невероятного. В бездыханных объятиях матери лежал живой ребенок. С учетом того, что женщина была мертва уже почти сутки, врачи не могли объяснить, как новорожденная девочка смогла выжить без кислорода. Даже доктор, который первым осматривал тело Марии и официально подписал свидетельство о смерти, был поражен происходящим. «Я работаю врачом много лет, но никогда не видел ничего подобного. Если это не чудо, то как это назвать? Девочка, которую назвали София, родилась очень слабой. Ее сразу перевезли в реанимацию и поместили в инкубатор, где она провела 4 месяца, постепенно набираясь сил. Родственники Марии отказались разглашать ее личные данные, чтобы оградить себя и ребенка от излишнего внимания. Но сам факт остается фактом. Женщина из Мюнхена родила ребенка уже после собственной смерти. Как врачи не заметили, что малыш продолжал бороться за жизнь, остается загадкой. А то, что девочка выжила в таких условиях, для многих стало прямым доказательством. Чудеса действительно бывают. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.